Украина продолжает борьбу. Дроны ударили по целому ряду стратегических объектов России. Джеймс Бонд в рясе. Чекисты Лукашенко опять поймали шпиона. От отрицания к признанию. Путин хорохорится, но признает неизбежное. Баку переходит от слов к делу. Эксперты обнаружили в украинском арсенале оружие из Азербайджана. В эту игру можно играть вдвоем. Теперь в США призвали предъявить России территориальные претензии. Трамп признает свое поражение. Неужели китайское шоу подействовало? На фоне разговоров о бессмертии пресса узнала, что пересадили бывшему президенту. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Крупнейший завод Роснефти подает сигнал СОС. В ночь на пятницу рязанский НПЗ подвергся атаке 8 украинских дронов. Власти опять отрапортовали о эффективной работе ПВО, которая все сбила. Но вот обломки опять вызвали пожар. Местный губернатор Павел Малков сообщил, что пострадавших нет, жилые дома не повреждены, а последствия уже устраняются. По данным телеграм-канала Супернова Плюс, вероятно, пострадала одна из установок первичной переработки нефти. 2 августа рязанский НПЗ уже подвергался удару дронов, и тогда остановились 2 из 3 ключевых установок. Завод мощностью почти 14 миллионов тонн в год снабжает топливом в том числе московский регион. Украина с августа регулярно атакует российские НПЗ. Уже десятки ударов пришлось на предприятия в Рязани, Волгограде, Саратове, Ухте и других регионах. Из-за этого около 20% мощностей нефтепереработки простаивают, что означает потерю более 1 миллиона баррелей топлива в сутки, рост цен и топливный дефицит в ряде регионов. Место встречи изменить нельзя. Выступая на Восточном экономическом форуме, Путин снова повторил свое предложение Зеленскому. Если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжаете туда-то, на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. Мысль шефа попытался раскрыть Дмитрий Песков. В комментарии для СМИ пресс-секретарь Кремля заявил, что Путин позвал Зеленского в Москву не для того, чтобы капитулировать, а чтобы поговорить. Тут он, конечно, забыл добавить фразу «честно-честно». Что вы об этом думаете, пишите в комментариях. Интересно, что еще несколько дней назад помощник Путина Ушаков чуть ли не отрицал того, что хозяин Кремля на двустороннюю встречу с Зеленским в ходе телефонного разговора с Трампом 3 недели назад согласился. Но теперь де-факто за фазой отрицания наступила фаза признания. Украинские беспилотники нанесли мощный удар не только по рязанскому НПЗ. Минувшей ночью они заглянули и на нефтебазу в оккупированном Луганске. Видеокадры последствий появились в соцсетях. По данным источников Интерфакса, в экстренных службах попадание пришлось в склад с горюче-смазочными материалами, что привело к сильным взрывам. Подпольная организация АТЭШ заявляет, что их агенты проводили разведку нефтебазы еще в августе, что позволило скорректировать удар с высокой точностью. Как отмечает РБК Украина, пораженный объект снабжал топливом 41-ю и 20-ю общевойсковые армии РФ. Ранее российские источники сообщили, что в оккупированной части Луганской области возникли серьезные проблемы с наличием АИ-92 и АИ-95 на заправках. КГБ Лукашенко в очередной раз демонстрирует, что не зря проедает большую часть госбюджета в разгар учений ОДКБ и в преддверии российско-белорусских маневров. Продолжатели дела Феликса Дзержинского поймали польского шпиона. И не просто задержали, а сразу же сделали из мероприятия мощную пропагандистскую акцию в государственных СМИ. Чекисты утверждают, что у 27-летнего уроженца Кракова при себе нашли секретные документы с деталями организации учений «Запад-2025».
Распечатку на 8 страниц с грифом «Секретно молодому человеку» созвучной фамилией Гавел по версии КГБшников передали за несколько минут до задержания в городе Лепель. Пикантности делу добавляет тот факт, что задержанный является монахом ордена кармелитов и, по его утверждению, не владеет ни белорусским, ни русским. Но, по версии КГБ, он интересовался закрытыми военными объектами, командным составом и сотрудниками контрразведки. А в этом черном деле ему помогали некие граждане Беларуси, которых чекисты и пропагандисты почему-то решили не показывать. Баку мог передать Киеву военные самолеты. Такой вывод напрашивается после появления публикации специализированного издания The War Zone. На вооружении Украины появился как минимум один истребитель МиГ-29, который, вероятно, ранее входил в состав азербайджанской армии. Фото, опубликованное в X-аккаунте «Статус-6», показывает истребитель с характерным азербайджанским камуфляжем – синим, серым и фиолетово-серым. На борту видны ракеты Р-27 средней дальности и Р-73 малой дальности, что говорит о боевой готовности самолета. По данным издания, еще до начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в феврале 2022 года 3 таких азербайджанских МиГа находились на ремонте во Львове. Некоторые утверждали, что они были уничтожены российскими ударами. Как теперь выясняется, по крайней мере, один из них находится в рабочем состоянии. Эксперты предполагают, что Азербайджан мог тайно поддерживать Украину, возможно, поставляя высокоточные бомбы и 82-миллиметровые минометы. Тем временем США в очередной раз собираются сократить помощь европейским союзникам, причем тем, которые непосредственно граничат с Россией. Об этом пишет Financial Times. Источники издания утверждают, это часть плана Дональда Трампа по переоценке и реорганизации иностранной помощи. Другими словами, готовьтесь платить сами, особенно под угрозой Балтийская инициатива безопасности. Это программа, созданная в 2020 году для укрепления армии 3 стран Балтии. В прошлом году Конгресс выделил на эти цели $228 миллионов, но теперь Пентагон дал понять, программы по подготовке и оснащению войск Эстонии, Латвии и Литвы больше финансироваться не будут. Но пока еще остаются проекты по закупке дорогой военной техники, истребителей, кораблей, танков. А сенатор Джин Шейхин, главная демократка в комиссии по иностранным делам, прямо заявила, это ошибка, которая посылает России опасный сигнал. Ну и, похоже, Москва именно так и воспринимает решение Вашингтона и действует асимметрично. Кремль активно наращивает военное присутствие в непосредственной близости от США. The National Interest сообщает, Россия возводит секретную базу Ушаковская на острове Врангеля в Арктике. Объект находится всего в 300 милях от Аляски. Еще 10 лет назад на острове Врангеля работала лишь метеостанция и жили оленеводы. Сейчас же спутниковые снимки зафиксировали значительное расширение военной инфраструктуры, включая взлетно-посадочные полосы и склады горючего. База оснащена радиолокационной станцией СОПКА-2, способной работать в экстремальных арктических условиях. Она отслеживает движение самолетов НАТО в реальном времени и контролирует стратегический Северный морской путь. Комплекс включает аэродром, склады топлива, казармы, узлы связи, что делает его полноценным форпостом России в Арктике. Автор публикации Брэндон Вайхерт напоминает, остров является спорной территорией. По мере таяния арктических льдов США должны возобновить свои претензии на остров, как минимум, чтобы использовать его в качестве дипломатического рычага в отношениях с Москвой. Остров был открыт в 1823 году русской экспедицией, но в 1881 свои права на него предъявила американская сторона. В 1921 году над этим куском земли был поднят флаг США, но в 1924 Москва вернула контроль над Врангелем. В ночь на пятницу украинские дроны ударили не только по НПЗ в Рязани и нефтебазе в оккупированном Луганске. Была поражена еще одна стратегическая цель на территории государства-агрессора. В Ельце, в Липецкой области, беспилотники ВСУ ударили по заводу «Энергия», который выпускает комплектующие для баллистических и крылатых ракет, а также батареи для модулей планирования авиационных бомб. Жители города сообщают о нескольких мощных взрывах в районе завода, за которыми сразу последовали
последовал пожар и столб черного дыма. В соцсетях появились видео с места событий. Пламя охватило промышленную территорию. Это уже не первая атака на энергию. Завод подвергался ударам дронов в мае и июле, что приводило к временной остановке производства и пожарам на территории предприятия. Завод критически важен для российской армии. Здесь делают компоненты для «Искандеров», «Кинжалов» и дронов, а также модули для корректируемых бомб. Атака стала новым ударом по оборонной инфраструктуре РФ, повторяя серию успешных операций украинских дронов по стратегическим объектам в России. Пока Украина продолжает не только отбиваться от ударов агрессора, но и эффективно наносить удары в ответ, глава великой державы решил посыпать голову пеплом. Дональд Трамп начал свой день с пессимистичного поста в своей соцсети Truth Social. Похоже, мы проиграли Индию и Россию глубочайшему и темнейшему Китаю. Пусть у них будет долгое и счастливое совместное будущее. Сообщение появилось через 3 дня после саммита Шанхайской организации сотрудничества в Китае, где Владимир Путин и Нарендра Моди были запечатлены рядом с председателем КНР Си Цзиньпином. Неужели китайский спектакль подействовал на главного зрителя, или Трамп наконец-то задумал что-то серьезное? Что думаете? Пишите в комментариях. Пока нынешний хозяин Белого дома решил признаться в своем поражении, его предшественник одержал очередную победу, и это победа над опасной болезнью. Джо Байдена прооперировали, удалив инфицированный раком участок кожи на лбу, сообщила его пресс-секретарь Келли Скалли. Операцию провели по методу МООСа. Это послойное удаление кожи до полной ликвидации раковых клеток, чтобы не оставить ни единого следа болезни. Последние дни в соцсетях уже мелькало видео, где заметен свежий шрам на лбу Байдена, и это вызвало волну вопросов и версий. Для бывшего президента это не первый такой случай. В 2023 году Байдена удаляли бальзаноклеточную карциому на груди, тоже форму рака кожи. На прошлой неделе внимание американских соцсетей и СМИ было приковано к здоровью Дональда Трампа, которому пришлось опровергать слухи о собственной смерти. С этой демократией и свободой слова одни проблемы. То ли дело в странах с диктатурой, можно отправить сотни тысяч на смерть, а самому рассуждать о бесконечной пересадки органов и бессмертии. Правда, охрана должна на всякий случай прятать в чемодан все биоматериалы, а документы вообще лучше забрать самому. Отдельное спасибо за то, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно для того, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. Доброго вам вечера, до новых встреч и хороших вам новостей.